Ревность Чингука к Тэхён стала повторяющейся темой среди поклонников Тэкука и не в традиционном смысле. В отличие от типичной ревности, которая проистекает из собственничества или неуверенности, ревность Чингук проявляется непредсказуемо. Почти импульсивно, как будто он сам не может предсказать или контролировать свои реакции. От внезапных изменений выражения лица до спонтанных вмешательств, когда другие взаимодействуют с Тэхёном, поведение Чингука породило множество теорий. Интересно, что эти эпизоды не всегда имеют четкий контекст. Иногда нет очевидной причины, по которой Чингук кажется неловким или чрезмерно заботливым. Это делает его реакции более искренними, чем запланированными. В действительности, однако, эти моменты укрепили представление о том, что их отношения выходят за рамки простой дружбы, поскольку в их жестах и взглядах присутствует интенсивность, которая не соответствует типичной братской связи между участниками группы. И хотя я буду обсуждать ревность Чингука, по мере ее развития на протяжении лет, это будет исключительно моя личная точка зрения. Цель этого видео — послужить примером в моей хронологии отношений Тэкука, чтобы вы могли получить более ясное представление о том, как изменилась ревность Чингука по мере его взросления, даже если она все еще иногда проявляется в более тонких формах. Я подчеркиваю, что я не поощряю и не восхваляю это, а скорее показываю, что ревность Чингука, похоже, не является результатом сознательного желания обозначить территорию, а скорее автоматической реакцией, которая выдает его всякий раз, когда в дело вмешивается Тэхён. И это далеко не простое совпадение раскрывает глубину их отношений. К концу июня 2014 года стало ясно, что у Чингука начали развиваться новые чувства, которые были для него не совсем приятными. На фотосессии участникам предложили выбрать, с кем они хотят работать в паре с максимальным количеством 3 вариантов. Как обычно, Чингук выбрал Тэхёна в качестве своего первого и единственного выбора. Однако, Тэхён упомянул, что хочет провести свою первую фотосессию с Намджуном, когда сотрудники напомнили ему, что он может выбрать более одного человека. Тэхён добавил Чимена в качестве своего второго выбора и Хобби в качестве третьего и последнего, ни разу не упомянув имя Чингука. В конце концов, Тэхён и Намджун выбрали друг друга. И Тэхён выглядел невероятно взволнованным тем, что оказался в одной команде со своим первым выбором. Чингук, казалось, пытался вести себя нормально, хотя его улыбка была не такой широкой. Как раньше, он оставался позитивным, надеясь хотя бы стать вторым выбором Тэхёна. Он даже признался, что Тэхён был его первым выбором, когда Юнги спросил. Но самый странный и волнующий момент наступил после того, как Тэхён сообщил, что его вторым выбором был Чимен. Чингук тут же выразил крайнее разочарование, усмехнувшись от недоверия, чувствуя себя обиженным услышанным. И хотя Чингук пытался приспособиться к ситуации и пошутить с остальными участниками, правда заключалась в том, что он совсем не наслаждался моментом. Каждый раз, когда он смотрел на Тэхёна, его улыбка исчезала, хотя он быстро возвращался к притворству, что все в порядке. 16 января 2015 года. BTS приняли участие в интервью на китайской радиостанции, где их спросили, к какому участнику они чувствуют себя ближе всего. Им нужно было ответить честно и выбрать только одного человека. Чингук точно знал, кого хочет выбрать, но сначала убедился, что понимает правила. Ведущий подчеркнул, что они могут выбрать только одного человека.
Намджун посоветовал им хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Без колебаний Чингук сначала выбрал Тэхёна. Однако, когда Тэхён и Чимен выбирали друга, Чингук быстро изменил свой ответ и выбрал себя. Эта реакция ясно указывала на то, что он сделал это потому, что Тэхён не выбрал его как самого близкого участника, хотя Тэхён и знал о случившемся. Вскоре после этого Юнги предложил всем произнести свои варианты вслух. После короткого момента замешательства участники продолжили. Хобби без колебаний выбрал Сакджина. Чимен, как и ожидалось, снова выбрал Тэхёна. Как и Намджун. Когда Чингук заявил, что выбрал себя, он почувствовал на себе взгляд Тэхёна. Сакджин пошутил, что он тоже выбрал бы себя. Хотя в этот раз его выбор пал на Хобби. Юнги со своим характерным юмором сказал, что его любимый человек – это он сам. Причина, по которой я говорю, что Тэхён заметил изменение выбора Чингука, заключается в том, что к этому моменту Тэхён уже понял, насколько важно для Чингука, чтобы он его выбрал. Поняв, что Чингук изменил свой ответ, чтобы не чувствовать себя обделенным, Тэхён сказал, что если бы он мог выбрать двух человек, он бы сделал это без колебаний. Однако, поскольку правила этого не позволяли, он в итоге сказал, что его окончательный выбор – Чингук, хотя ранее он выбрал Чимена, чтобы успокоить Чингука и избежать ситуации, в которой он не хотел оказаться. Позже, в эпизоде закулисных съемок шоу «Чемпион», снятом в феврале и выпущенном в марте 2017 года, участников спросили, что бы они хотели сделать весной с одним из участников BTS. Тэхён ответил, что хотел бы поиграть в онлайн-игры с Чингуком в весенний день. Когда он поделился своим ответом с Чимином и Чингуком, он улыбнулся ему с довольным и счастливым выражением лица. Однако, когда Тэхён попытался поддразнить Чингука, чтобы тот ответил на тот же вопрос, вместо того, чтобы выбрать занятие с Тэхёном, Чингук сказал, что хотел бы покататься на велосипеде со всеми участниками BTS вдоль реки Ханган. Как ни странно, Чингук не выбрал Тэхёна, как надеялся сам Тэхён. В шутку и, возможно, немного обиженно, Тэхён сказал, что ответ Чингука заставил его почувствовать себя никем. Это напомнило мне момент, когда Тэхён был первым выбором Чингука. Но в итоге Тэхён выбрал другого участника. Как я уже упоминала, Чингук все еще надеялся стать хотя бы вторым выбором Тэхёна, и его разочарование было огромным, когда Тэхён выбрал Чимена в качестве второго варианта и Джей Хоупа в качестве третьего. Поэтому ответ Чингука на этот раз казался отражением его истинных чувств в тот момент. Чтобы избежать обиды, Тэхён попробовал еще раз. Он попросил сотрудников повторить тот же вопрос. И на этот раз изменил свой ответ, сказав, что хочет пойти в поход, чтобы посмотреть на цветущую сакуру с BTS. Но его ответ звучал не так искренне, как раньше, и Юнги, заметив изменения, поддразнил его, сказав, что он лжет, чтобы не обидеться. Когда Тэхён начал рассказывать о месте проведения цветочного фестиваля, который он хотел посетить, Чимен упомянул друзей Тэхёна из дорамы Хваран, где Тэхён снимался, и завязал дружбу, известную теперь как команда УГА. Воспользовавшись моментом, Чингук сказал Тэхёну, что если он так любит хёнов, то может поехать с ними погулять весной. Сотрудники заметили, что участники группы проявляют ревность из-за близости Тэхёна с хёнами из Хваран. Поэтому Чингук добавил, что Тэхён, глядя им в лицо, сказал, что любит их, тем самым выразив свои собственные чувства, которые он больше не мог скрывать. Когда Тэхён начал объяснять причины
Своей привязанности к Хёнам Чингук стал вести себя безразлично. Когда Тэхён продолжил говорить об обещании, которое они дали друг другу, Чингук больше не мог сдерживать свою ревность. Он встал посреди разговора, отошел и сел отдельно, не желая больше ничего слушать. Это, конечно, было довольно странно и необычно для Чингука. Однако, несмотря на необычные обстоятельства, его поведение явно отражало его чувства. Это показало, что вместо того, чтобы позволить своему разочарованию взять верх, он решил дистанцироваться, чтобы сохранить внутреннее спокойствие. В настоящее время Чингук общается и путешествует с друзьями Тэхёна, что указывает на то, что, хотя его ревность, возможно, все еще присутствует, он принял эту близость ради Тэхёна. 22 февраля 2017 года, во время прямой трансляции, Тэхён снова довольно очевидным образом вызвал ревность. Он дотронулся до губ Джина, чтобы вытереть остатки торта, а затем с улыбкой облизал палец. Намджун и Юнги рефлексивно взглянули на Чингука. Когда Тэхён полуобнял Джина, Чингук наблюдал за ними с угасающей улыбкой, его выражение лица уже не было скрыто. Он инстинктивно повернул голову к ним и заметил, что таксист подумал, что они одного возраста. Но когда он повернулся, Тэхён все еще смотрел на Джина. После этого Чингук неловко дотронулся до ожерелья на шее Джина, делая вид, что целует его, чтобы отвлечь. Но он не ожидал, что Джин обнимет Тэхёна, из-за чего Чингук остановился и посмотрел в камеру с растерянным выражением лица. И если бы ревность Чингука была всего лишь мимолетным неудобством, она, возможно, не привлекла бы столько внимания. Но то, как она проявилась, говорило о чем-то более глубоком. Дело было не просто в дружбе или привязанности, а в интенсивности реакции на Тэхёна, которая выявила чувство, которое он, возможно, даже не до конца понимал. Потому что, возможно, за пределами любого рационального объяснения существовали чувства, которые невозможно было подавить. И в случае Чингука Тэхён, похоже, был его слабым местом, тем, кто вызвал реакцию, которую не смогли погасить ни время, ни слава.